Всем привет, ребят! Сегодня мы ознакомимся с кроссовками Reebok Royal Turbo Impulse. Женские, в интересной расцветочке. Turbo Impulse звучит довольно серьезно, но по факту это неплохие бюджетные кроссовки для повседневной носки. По материалам здесь идет сетчатый и текстильный верх с накладками из эко-кожи и вставками под замшу. Имеются рефлективные вставки, причем они и спереди, и сзади, плюс яркий цвет. Брендинг на язычке с внешней стороны, а также на подметке. Промежуточная подошва здесь из Эва. Она здесь довольно такая плотненькая, но если ее померить в совокупности со стелькой Foil Foam, дает довольно-таки нормальную мягкость, чего я от них в принципе не ожидал. В целом дизайн вдохновлен 90-ми в стиле той эпохи. Кроссовки, на мой взгляд, имеют довольно-таки интересный дизайн, тем более сейчас все массивное в моде. И за свои деньги они более чем того стоят. Это 26 сантиметров. Размер. Сделаны они во Вьетнаме. Внутренняя часть с синтетической подкладкой. Такая блестящая, глянцевая. Внутри также мягкая основа из текстиля. Стелька здесь наживлена. Если ее пытаться отодрать, то слышно, как крепит клей. Прошито все более чем на достойном уровне, все аккуратненько. Никаких претензий нет. Сама же стелька, она здесь напоминает Source Foam, но она имеет как бы два слоя. Основу, она более плотная и клеится к основной стельке, а также сверху более мягкую, пористую структуру, которая как бы словно воздушная, такая, когда на нее наступаешь, она будто работает именно не точечно, как Soft Foam, когда вы надавливаете пяткой или носком, а когда выступаете, будто бы вся нога находится на такой как бы подушечке. Обычная шнуровочная система, ничего сверхъестественного. Строчка, клей нигде не торчит, все аккуратно. Модель подойдет на демисезонную погоду, сухую. Проверим по вентиляции носочной части. Ну, на самом деле очень слабо. То есть из-за того, что здесь идет двухслойный верх, по вентиляции они, конечно же, не вау. На лето, только если будет довольно-таки свежо на улице, тогда их, я думаю, можно будет обуть и чувствовать себя в них хорошо, но не более того. Подошва имеет интересную форму, разные овалы, треугольники, наплывы. Смотрится довольно интересно. Подметка тоже имеет хорошую такую интересную структуру. Я думаю, они будут очень похватистые на разных поверхностях. И теперь просто для ощущений могу их померить. Несмотря на то, что это женские, так как это 26 сантиметров, а у меня нога 27, моя нога сюда более чем влазит. И займемся таким вот, мягко говоря, извращением. Так, одна нога есть. Теперь вторую. Так, что-то у меня светильничек барахлит. Так, посмотрим. Ну, довольно комфортно, причем чувствуется поддержка. По бокам ничего мне нигде не давит. Ну, понятно, за исключением носка из-за размера. Но в целом они довольно широкие. Я думаю, подойдут даже на очень широкие ноги. При этом они приходятся. Стелька работает, чувствуется и вся вот эта волнистая
и необычная подошва, то есть она разная по форме и по высоте. Все это ощущается более чем. Пятка прогибается. Вот, кстати, со временем будут небольшие заломы на Evo. Ну, это свойственно для такой пены. Заломов оставаться не должно. Вот этот эко-материал ведет себя просто отлично. Сейчас момент. Тьма. Вот такие вот интересные кроссовочки. Ребят, еще просьба большая, подпишитесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайк или дизлайк, задавайте вопросы, буду с радостью на них отвечать. И до новых встреч, у меня там еще много всяких кроссовок ожидают свои участи и выходы, чтобы я их отснял. Купил себе тоже там пару интересных моделек, которые я тоже запишу. Так что оставайтесь с нами и подписывайтесь на канал. До новых встреч!